Сложно вообразить, что, пробираясь этой заросшей тропой, мы следуем к старейшей святыне, скрытой под листьями разросшихся крон деревьев. С первого взгляда я узнаю уже знакомую нам архитектуру, ранее встречаемую в селе Чепелев, где в точно таком же печальном состоянии доживает свой век Николаевская церковь. Спустя непродолжительное время перед нами предстает вход для обозрения очередного шедевра деревянного зодчества. Церковь, имеющая целых 3 названия, история существования которой окутана чудесными событиями, местами даже мистическими. И неудивительно, ведь в помещении церкви прямо со стены на посетителя милосердно взирают лики 4 святых, образ которых сохранился до нынешних времен. Мы находимся в селе Придеснянское Черниговского района, которое до 1965 года именовалось Савинки. Данные о дате возведения церкви отличаются. Одни из источников называют 1896 год, а другие – 1899 год. Согласно одним источникам, церковь была возведена в честь императорской семьи Николая II и его супруги Александры Федоровны, о чем может свидетельствовать частично поврежденная подпись под иконой святителя Николая. Сооружен сей храм и икона в память их священных императорских величеств, государя императора Николая. Надпись под иконой мученицы Александры также свидетельствует о причастности императорской семьи к постройке церкви, которая неразборчиво гласит «Их императорских величеств, государыни императрицы Александры Федоровны». Отсюда и названа церковь в честь святой Александры. Второе название, которое мне удалось найти, это Николаевская. Источник гласил, что церковь названа в честь Николая Чудотворца. И третье название – Покровская. Походит от того, что местные жители праздновали в ней религиозный праздник Покрову. На чертеже мы видим правки, корректирующие размер передней комнаты, где располагался вход в основное помещение церкви. Справа приводим для сравнения чертеж Николаевской церкви из села Чепелев, где мы видим типовой проект, зеркально отображенный, несколько уменьшенный и имеющий определенные отличия в размере здания, размещении окон и дверей. Согласно внутреннему плану церкви, форма помещений квадратная. Размер их несколько уменьшен. Передняя комната, где располагается вход в здание, который ведет в центральный зал квадратной формы с увеличением размера пространства для дополнительных 2 входов. Для примера также взглянем на внутренний план Николаевской церкви. Церковь сохранилась до наших времен без верхов. С первой иконы на всяк входящего взирает святая великомученица Варвара. Ее образ сохранился лучше остальных изображений. Варвара верующими почитается как защитница от внезапной насильственной смерти, однако, что имело вид своего рода проклятия для императорской семьи.
При жизни Варвара Илеопольская или Варвара Никомедийская отличалась невероятной красотой, из-за чего ее деспотичный отец Диоскур запер в башне, подальше от посторонних глаз. Спустя некоторое время Диоскур выпустил дочь из заточения, дабы найти ей жениха, и в то же время Варвара познакомилась с христианами Леополя и обратилась в их веру. Диоскур был язычником и, узнав о поступке дочери, разъярился. Варвару заставляли отречься от христианства под жестокими пытками, которые не поколебили ее веру. Диоскур же собственноручно обезглавил Варвару, после чего его постигло возмездие. Он был сожжен молнией. Рядом с изображением великомученицы также воссоздана история ее жизни. По левую руку от великомученицы Варвары изображена мученица Александра. Александра Римская или Александра Никомедийская была супругой императора Диоклетиана. Втайне Александра приняла христианство. Пребывая рядом во время истязаний святого Георгия и видя непреклонность его веры, Александра открыто призналась в своей вере, за что была осуждена на смерть своим мужем. Согласно одной из версий, ее казнили, поразив мечом, как и святого Георгия. По другой версии, идя на место казни, Александра устала и попросила сопровождавших ее палачей передохнуть. Оперевшись о стену, она, не прекращая своей молитвы, тихо умерла. Пантелеймон Всемилостивый расположен на противоположной стороне слева от изображения Николая Чудотворца и считается покровителем воинов. Этот христианский святой при жизни был целителем. Про христианство тогда еще Пантелеону рассказывала мать, а после ее смерти, изучая врачебное искусство при дворе римского императора Максимиана под наставничеством знаменитого врача Ефросина, увидел, как умерший от укуса змеи ребенок воскрес от прочтения молитвы Пантелеона, обращенной к Иисусу Христу. После этого юноша обратился в христианство и был наречен Пантелеймоном. Будучи врачом, Пантелеймон никогда не брал плату, чем лишил многих других лекарей дохода. Из-за этого императору Максимиану поступил донос, что Пантелеймон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. Император призвал Пантелеймона и приказал опровергнуть донос, на что лекарь предложил устроить испытание для себя и языческих жрецов, исцелить неизлечимо больного. Тот, кто это сделает, того вера и должна быть истинной. Языческие целители не справились с заданием, а Пантелеймон силой молитвы помог излечить больного, после чего многие также уверовали в Христа. Однако император был в ярости. Он приказал схватить Пантелеймона и подвергнуть пыткам во имя отречения. Лекаря бросили в море с тяжелым камнем на шее, однако он остался невредим. Тогда его повесили на дереве, рвали железными когтями, колесовали, бросали в кипящее олово, отдали на растерзание свирепым диким зверям, которые лизали ноги святому. После всех пыток Пантелеймону присудили отрубить голову. Его привязали к масличному дереву, и когда палач готовился к удару, святой стал молиться, и лезвие меча не причинило ему вреда. Во время молитвы Пантелеймона голос с небес призвал святого в Царство Небесное, после чего палачу удалось отрубить голову Пантелеймону. Из раны вместо крови потекло молоко, а масличное дерево, к которому было привязано тело святого, в тот час покрылось спелыми плодами.
Образ Николая Чудотворца сохранился менее всех остальных. Повреждение стены, на которой он изображен, схоже с физическим. Однако не хочется верить в то, что чей-то уровень вандализма достиг такого скотского предела. Николай Чудотворец считается покровителем путешествующих, заключенных и сирот. Именно в день Святого Николая детям кладут подарки под подушку в декабре месяце, день его смерти. Николай был единственным ребенком в семье, где родители слезно молили Бога о чаде, и после его рождения Николай воспитывался по канонам христианства. С юных лет Николай был очень набожен, опекал нуждающихся и по достижению определенного возраста выбрал духовный путь. Во время эпидемии, вспыхнувшей в городе Мира, Николай всячески помогал больным, несмотря на смертельную опасность. После смерти родителей Николай получил в наследство огромное богатство, которое полностью раздал бедным. Позднее он был избран епископом города Миры, вел очень скромный образ жизни и продолжал помогать нуждающимся. Единожды он спас от смерти 3 юношей, несправедливо осужденных недобросовестным мэром Миры. Николай не только заставил признаться чиновника в злодеяниях, но и извиниться за содеянное. Также Николай спас 3 дочерей обнищавшего мужчины, хотевшего пустить судьбу девушек по злому пути. Николай подкинул мешочек с золотом под двери дома несчастной семьи. Так он делал 3 раза, и это помогло девушкам удачно выйти замуж, избежав злой участи. Поэтому иногда святого Николая на иконах изображают с 3 мешочками. Во многих городах на берегу моря строят храмы в честь святого Николая, потому как однажды он спас рыбаков во время шторма. Еще на иконах можно увидеть изображение святого Николая с 3 детьми в корзинке. Это связано с тем, что Николай воскресил 3 детей, убитых извергом. Святой Николай был подвержен гонениям из-за веры и отбывал наказание в тюрьме за это. Умер святой Николай в городе Мира. В 1935 году церковь закрыли, однако во время Второй мировой войны богослужения проводились. В 1960 году церковь была закрыта окончательно, а ее помещение с тех пор использовалось под зернохранилище, отчего строение обветшало и стало разрушаться. Интересно то, что, по слухам, церковь была перевезена из соседнего села Великий Лес, а позднее в нее ударила молния, из-за чего строение вспыхнуло, и пожар гасили молоком. Вероятно, это ассоциируется со славянским поверьем, что корова и бык связаны с небесной водой, то есть с осадками. Считалось даже, что если при доении молоко сильно пенится, то погода будет ненастной. Молоко коровы противопоставлено огню, поэтому у славян считалось, что пожар от молнии можно погасить только молоком, взятым у черной коровы, в крайнем случае пресным молоком.
Удивительно, что христиане пользовались языческими поверьями для спасения своей святыни. Поныне церковь так и не обрела охранного статуса. Неравнодушные люди пытались приватизировать землю под церковью, чтобы сохранить руины, но в специализированном госучреждении им было отказано. Упоминаемая выше земля находится за пределами села, и на карте значится, что на этой земле расположено религиозное сооружение. По закону такую землю приватизировать невозможно. Так и доживает свой час церковь с 3 названиями, но без единого хозяина, способного вдохнуть жизнь в это прекрасное строение, либо хотя бы сумеющего сохранить для потомков то, что осталось от церкви. Относительно образов 4 святых, они являются, безусловно, великолепным экземпляром иконописи, примерно 2,5 метра в высоту и сохранившихся в таком хорошем для восприятия виде, несмотря на повреждения. Однако мне не ясно отношение этих людей к землям бывшей Киевской Руси, кроме того, что, поборов язычество, князь Владимир крестил Русь для достижения дипломатических отношений с Византией. Если у кого-либо есть пояснение этим событиям, буду рада вашим комментариям под видео. Из каких краев будешь? Из Руси, из Великого Новгорода, сын посадничий Василий Буслаев. Русич? Одной веры мы с тобой. Одного Бога рабы. Коли раба назовешь рабом, он или засмеется, или заплачет. Коли свободного Русича назовешь рабом, он будет сражаться. Не понял тебя, Витязь. Страны у нас разные, но небо над нами одно, и Бог наш един. Мой Бог рабом меня не кличет.